Всем привет! Кто здесь лазит? Так, мы продолжаем читать нашу книгу «Башня с воспоминаниями». Поэтому ставьте лайки, ставьте. У нас сегодня глава 11. Загадочный сверток. Начинаю читать. После того, как дедушка прикрепил карниз и снова повесил шторы, мама велела Нэнси и Виолетте сесть на кровати и заняться рукоделием, никуда не выходить из комнаты до конца дня и не раздергивать занавески, которые она оставила полузакрытыми. Виолетта, надувшись, неумело пришивала в тусклом свете красную тесьму к краям платочка. «Почему мы вообще должны украшать дурацкие платочки?» – сердито пробурчала она. «Ну как же, Виолетта, это очень важное и благородное дело», – ответила Нэнси, медленно и размеренно работая иглой. Эти движения успокаивали ее. Младшая сестра считала рукоделие скучным занятием, но Нэнси оно увлекало. Ставьте лайки, да? Да, вот так вот. Лайк. Не дизлайк, а лайк. Все, идется. Сейчас будешь платочки вышивать тоже. Эти движения успокаивали ее. Младшая сестра считала рукоделие скучным занятием, но Нэнси оно увлекало. Она часто сидела по вечерам рядом с родителями и, слушая их разговоры, уверенно отрезала нить, заправляла ее в иголку и делала стежки. «Пойми, что любая девочка должна быть мастерицей», – часто говорила мама, когда Виолетта упиралась и отказывалась шить. «Зачем это?» – стонала девочка с трагическим видом. «Когда у тебя появится муж и дети, придется все время чинить одежду. К тому же платочки, которые ты украшаешь, помогают женщинам бороться за свои права», – отвечала мама, пока папа просто смотрел на дочь с легкой улыбкой. Вечный протест Виолетты забавлял его. Знать бы, чем сейчас занимается отец. Нэнси скучала по тихим разговорам с ним, по рассказам о людях, которых он защищает в суде. Она гордилась, что его адвокатская контора представляет интересы обездоленных и часто соглашается на крошечный гонорар, если отец считает дело стоящим. Иногда люди нарушают закон из-за собственной недальновидности, и очень важно помочь им вернуться на верный путь, говорил он, рассказывая о женщине, которая оказалась в тюрьме. Лица за ограничением марша в поддержку движения суфражисток. Она провела в заключении 1,5 месяца, и когда вышла на свободу, в небе парил воздушный змей с напечатанными на нем словами «Женщинам избирательное право». Слушая такие речи, мама наклонилась вперед с блестящими от воодушевления глазами, и Нэнси иногда приходило в голову, что мать завидует отцовской карьере адвоката. Но когда однажды Нэнси спросила отца, есть ли у нее возможность пойти по его стопам, он покачал головой и нахмурился. «Женщинам не разрешают заниматься юридической практикой, Нэнси. Надеюсь, когда-нибудь это изменится, но пока тебе следует прилежно учиться и сохранять нравственность. Это сослужит тебе добрую службу в будущем». В тот вечер в доме с башенкой, сразу после очень скромного ужина, девочек отослали спать в 10 часов. Нэнси проснулась от боя часов на площадке. Откуда-то издалека доносились звуки шагов и неразборчивые голоса. Лунный луч проник в комнату через щель между занавесками и проложил на полу дорожку к двери. Нэнси соскочила с кровати и на цыпочках подкралась к выходу из комнаты, поморщившись от скрипа половиц, но Виолетта, к счастью, крепко спала. На этот раз девочке не пришлось подниматься в башню, чтобы подслушать разговор. Ступени узкой лестницы снова заскрипели, и появилась мама в длинном темном плаще с накинутым на голову капюшоном. Ее усталое бледное лицо выделялось в темноте. За мамой шел дедушка с мерцающей масляной лампой в одной руке и с маленьким плоским свертком в коричневой бумаге в другой. «Вот», — сказал он, передавая сверток маме, которая тут же сунула его в карман плаща и напряженно поблагодарила. «Спасибо». «Ты не боишься идти одна, Шарлотта?» — с тревогой спросил дедушка. «Нет, не волнуйся, я буду держаться в тени». «Тебе лучше остаться, девочки могут проснуться», — ответила мама. «Будь, пожалуйста, осторожна», — предупредил дедушка, быстро обнимая ее, «и я поднимусь в башню и буду наблюдать». Нэнси чуть не вскрикнула, вспомнив о том, что телескоп направлен не в небо,
а на город. «Извини, что девочки не послушались тебя и поднялись в башню», — сказала мать. «Это от любопытства. Они не причинили вреда», — мягко произнес дедушка. «Но они не должны узнать, чем мы занимаемся», — добавила мать. Дедушка согласно кивнул. Мама взяла у него лампу и быстро пошла вниз по лестнице. Через некоторое время из подвала раздался стук двери. Мама вышла во двор. Куда она отправилась ночью? Нэнси осторожно закрыла дверь своей комнаты и снова забралась в постель, мучаясь от неотвязного желания подняться в обсерваторию и узнать, на что смотрит дедушка в телескоп. Слушая мирное дыхание Виолетты и глядя на лунную дорожку на полу, она терялась в догадках, кому предназначался сверток и какие секреты скрывает мама. Вскоре после того, как часы на лестничной площадке пробили 11, Нэнси услышала стук задней двери и звук шагов. Мама поднималась в свою комнату. Девочка, которая давно хотела спать, повернулась сбоку на бок и твердо решила, так или иначе она разузнает, что происходит. Следующий день начался так же, как и предыдущий. Нэнси помогла дедушке в аптеке до открытия. Только на этот раз неожиданных визитов не случилось. Девочка отполировала поверхности шкафов и прилавка, но больше для нее поручений не нашлось. Запасы были уже пополнены, травы разложены по ящикам. «Вы с мамой смотрели ночью на комету?» – спросила она, подавляя зевок, когда складывала тряпку и убирала в шкаф баночку с пчелиным воском. «Да», – угрюмо ответил дедушка, открывая кассу и глядя на пустые отделения для денег. «Давно вы за ней наблюдаете?» – не отставала Нэнси, надеясь услышать хотя бы намек на то, чем дедушка на самом деле занимается в обсерватории. Ясно ведь, что за кометой он не следит. Аптекарь еще больше помрачнел и бросил на нее быстрый взгляд. Да, вчера она была ярче, чем в предыдущие дни. Нэнси знала, что дедушка лукавит. Прошлой ночью светила яркая луна, а значит, рассмотреть комету было труднее обычного. Девочка хотела продолжить свои вопросы, не выдавая. Однако того, что ей что-то известно, как вдруг сверху раздался крик, а затем стук бегущей вниз по лестнице ног. Дедушка и внучка с тревогой переглянулись. Мама с растрепанными волосами и в ночной рубашке влетела в аптеку, таща Виолетту за запястье. «Я просто с ума сойду!» – вскрикнула она, качая головой. Нэнси с трудом скрыла удивление. В Литсе мама никогда не позволяла себе ходить по дому неопрятной. Когда девочки утром спускались в кухню, она всегда была одета, причесана, и завтрак уже стоял на столе. «Что случилось?» – нахмурившись, спросил дедушка. «Виолетта разбила банку с лавандовым маслом на площадке второго этажа», – объяснила мама, отпуская руку дочери и прикладывая пальцы к вискам. «Я только хотела посмотреть», – воскликнула Виолетта, смахивая слезу со щеки. «Извини, мама, извините, дедушка, я все уберу, но почему ты не можешь даже 5 минут посидеть спокойно?» – спросила мама уже мягче. «Девочкам надо погулять», – сказал дедушка, сложив руки на груди. «Нехорошо, что они сидят взаперти». Нэнси взглянула на него с удивлением. «Но мы ведь решили, что они не должны выходить на улицу», – ответила мама. «Похоже, это неправильное решение. Детям нужно куда-то девать энергию. Не беда, если они незаметно выйдут из дома и пройдут по Абигейт-стрит в ботанический сад и обратно, особенно если не будут ни с кем разговаривать», – объяснил дедушка. «Хочешь сказать, что мы отпустим их гулять вдвоем?» Мама явно сомневалась. Дедушка слегка пожал плечами. «Ну, мы ведь не можем выйти с ними. Пойти». «Почему?» – тут же спросила Нэнси. «Не можем и все», – отрезала мама, теребя пуговицу на вороте ночной рубашки. Нэнси нахмурилась, подумав о маминой ночной прогулке. Почему это они не могут выйти из дома вместе? «Опусти их, Шарлотта», – настаивал дедушка. Нэнси обрадовалась. За Виолеттой трудно уследить в доме. Да, она и сама чувствовала себя здесь, как мотылек в банке. «Папа говорит, что даже заключенным положены прогулки, а сегодня воскресенье. Разве нам не надо идти в церковь, мама?» – спросила девочка, надеясь окончательно убедить мать. Мама отняла руки от висков, бросила своему отцу отчаянный взгляд и повернулась к Нэнси. «Пока мы здесь, в церковь ходить не будем», – сказала она. «Что с ними случится, если они немного прогуляют?» – мягко произнес дедушка, взяв дочь за руку повыше запястья. По воскресеньям магазины закрыты, и в городе тихо. Мама часто заморгала, и Нэнси вдруг испугалась, что она заплачет. «Хорошо», – наконец бессильно проговорила мать. «После завтрака можете выйти на прогулку, но сделайте все так, как сказал дедушка. Наденете фартуки и шляпы, выйдите через кухню, не станьте
не станете привлекать к себе внимание и ни с кем заговаривать. Пойдете строго до ботанического сада и обратно. Она потерла затылок и пристально посмотрела на Нэнси. Поручаю тебе проследить, чтобы вас никто не заметил. Ты меня поняла? Да, мама, ответила девочка, взглянув на Виолетту, которая уже прыгала от восторга. Нэнси тоже очень обрадовалась возможности выйти из этого странного дома. Может быть, так ей удастся выяснить, что происходит с мамой и почему она настаивает на том, чтобы они не показывались на улице. Вот мы и прочитали. А, нифига мы не прочитали, блин. Я-то камеру не включил. Или мы ее случайно выключили, когда кто-то прыгал на телефон. Сейчас проверим. А, нет, я ее включил. Только почему-то она вот здесь вот показывается, видишь? Вот эта штука. Нет, у нас все в порядке. Всем пока, ставьте лайки.